Есть вещи, которые происходят случайно. Например, можно случайно проехать свою остановку, надеть футболку наизнанку или перепутать соль с сахаром. Но когда случайности касаются вулканов, это уже другой уровень. В 2009 году энергетическая компания Исландии Landsvirkjun реализовала проект глубокого бурения геотермальной скважины в Крабле, такой котловине вулканического происхождения. Они пытались пробурить скважину почти на 4,8 километра в землю, однако бур постоянно застревал на одной и той же глубине. Когда работникам наконец удалось его освободить, они нашли осколки стекла, остывшие кристаллизованные материалы. Стало ясно, на что наткнулся бур. Работники буквально добурились до вулкана. Все были шокированы. Никто не ожидал найти вулкан или магматическую поверхность. Такие резервуары с супергорячей расплавленной породой существуют везде, где есть вулканы, но обычно они расположены намного глубже и не попадаются случайно людям. Испугавшись разрушительных последствий, команда поспешила охладить скважину, закачать около 1 миллиона тонн холодной воды и полностью закрыть проект. Однако через 15 лет уже другие исландские рабочие собираются сделать это сознательно – пробурить скважину в вулкане. Более того, ученые и инженеры надеются использовать огромную силу магмы для решения главной проблемы планеты – энергии. Конечно, мне не нужна магма для получения энергии. Достаточно кофе. Ненавязчиво напоминаю тем, кто забывает ставить лайки. Не забывайте это делать. И спасибо тем, кто понимает мое желание оставаться незаметным. Можно сказать, что для Исландии бурение скважин для получения энергии не новинка. Геотермальная энергия уже произвела революцию в жизни этой страны. Всего около 80 лет назад Исландия в основном использовала нефть и уголь, а сейчас более 90% домов отапливаются именно геотермальной энергией. Эта чистая, постоянная и стабильная энергия преобразовала Исландию из одной из беднейших стран Европы в одну из самых богатых. Очень быстро, всего за 25 лет. Использование геотермальной энергии выросло на 17% благодаря проекту глубокого бурения. В рамках этого проекта по всей стране было пробурено 1000 скважин на глубину около 4,5 километра. Вся суть геотермальной энергетики – бурение горячих подземных областей, чтобы получить пар. Этот пар приводит в движение турбины, которые вырабатывают электроэнергию. В результате около 70% всей энергии, используемой в Исландии, поступает из геотермальных источников. Самое приятное – это энергия возобновляемая. Земля постоянно производит тепло, поэтому геотермальные источники могут служить десятилетиями и даже дольше. В отличие от солнечной и ветровой энергии, горячий пар доступен 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это уникальное преимущество Исландии, так как геотермальная энергия составляет менее 10% мировой энергетики. Сегодня Исландия входит в десятку ведущих стран мира по производству энергии, рядом с такими странами, как США, Мексика и Япония. Страна с большой территорией и населением. Итак, речь идет о том, что собирается бурить в вулкане. В кальдере Крабля, которая находится в одной из самых активных вулканических зон мира, охватывающей тектоническую границу Срединно-Атлантического хребта. Там неоднократно случались извержения, последние из которых произошли в 1984 году. За последние 1000 лет Крабле извергался около 30 раз, что делает его довольно активным вулканом. Но если посмотреть на карту, становится ясно, что Исландия – идеальное место для добычи геотермальной энергии. На этом изображении
границы тектонических плит и точки извержений вулканов с 1960 года. В Исландии, несмотря на небольшой размер, очень много вулканов, более 200. Считается, что именно вулканическая активность создала остров. Когда-то это был очаг магмы, которая постепенно остывала, образуя землю. Поэтому Исландия привыкла к вулканам. Она переживает примерно одно извержение каждые 5 лет. Большинство из них происходит в необитаемых районах. Здесь есть все условия для добычи геотермальной энергии. В Крабле, несмотря на свою изменчивую природу, идеально подходит для этого. Там расположена магматическая камера, температура которой достигает 1300 градусов Цельсия, всего в 1,5–3 километрах под поверхностью. Дополнительные плюсы: на поверхности есть станция высокоскоростного интернета и асфальтированные дороги. Вулканическая вершина и это место, где работают ученые, инженеры. Идея умышленного бурения вулкана связана с первым этапом – подключением к магме. Проект называется CAMT Magma Testbed. В рамках этого проекта люди пробурят горячие пары для генерации энергии на колоссальных масштабах. Если все пойдет по плану, КМТ сможет обеспечить энергией дома во всей Исландии, используя возобновляемый безграничный источник – магму. Преобразование огромного тепла и давления в мощную энергию. Заманчивый перспективный проект, особенно в условиях глобальных усилий отказаться от ископаемого топлива и спасти планету. Ученые сравнивают масштаб этого проекта с космическим телескопом. Он даст человечеству уникальную возможность наблюдать за внутренней структурой вулканов. Хотя бурение вулкана не даст такого же обзора, оно потенциально способно спасти планету. Бурение начнется в 2026 году, но есть опасности. Теоретически, бурение может спровоцировать извержение. В 2009 году, к примеру, случилась случайность, когда бурение достигло магматической камеры, но вулкан не отреагировал. Это говорит о том, что схема возможна. Первая скважина планируется завершить к 2027 году и впервые внедрять датчики прямо в магму, чтобы лучше понять ее движение, температуру, давление и химию. Это историческое событие, ведь раньше человечество не имело возможности напрямую наблюдать за внутренними системами вулканов. Если эксперимент пройдет успешно, группа ученых перейдет к второй скважине. Ее планируют завершить к 2029 году. Во второй скважине планируется использовать сильное тепло магмы для получения нового, более мощного вида геотермальной энергии. Перед этим бурение столкнется с несколькими этапами. Сначала через слой глины и камней на глубине около 182 метров, затем через толстый слой вулканических пород и, наконец, через очень твердую магматическую породу. В итоге, чтобы достигнуть магматического очага, придется пройти около 2 километров. Это примерно 22 статуи свободы, поставленные одна на другую, или 3 шанхайские башни. Когда бур достигнет магматической камеры, ее извлекут, вставив стальную трубку, способную выдержать колоссальную жару. Камеру заполнят бетоном, после чего с помощью меньших сверл будут собирать образцы магмы и устанавливать датчики. Все это сложная задача, и ученые, инженеры и рабочие готовы к ней. Расположение вулкана делает бурение одновременно относительно простым и очень сложным. Коронки должны выдерживать высокие температуры, не расплавляясь. Из опыта 2009 года известно, что такие условия возможны. Тогда произошла случайность, которая раскрыла важные сведения о жидком состоянии магмы и ее динамике. Некоторые гипотезы предполагают,
что магматическая камера настолько велика, что окружающая порода ее охлаждает значительно меньше. Другие считают, что магма остается горячей благодаря отсутствию охлаждающего эффекта, вызванного ее размером, омрюсостом или внутренним нагревом. Пока данных мало, и неясно, останется ли магма горячей на весь срок службы скважины. Почему же использование магмы так важно? У ученых есть уверенность, что использование экстремально высокой температуры магмы прямо у источника – это все та же геотермальная энергия, только в разы мощнее. В отличие от обычных станций, где собирается пар, в магматической камере вода собирается в сверхкритической жидкости, настолько горячая и под высоким давлением, что не является ни жидкостью, ни паром. Одна такая станция способна вырабатывать в 10 раз больше энергии, чем обычная. В случае успеха исландцы не только получат огромные объемы энергии, но и продвинут науку, смогут изучать вулканическую активность изнутри, прогнозировать извержения и наблюдать их в реальном времени. Самое главное, что это позволит лучше понять внутреннюю структуру вулканов, что ранее было невозможно. Помните случай, когда извержение вулкана в 2010 году вызвало хаос, облако пепла стало причиной отмены более 100 тысяч рейсов, что обошлось в миллиарды долларов. Если бы тогда было известно больше о поведении вулкана, можно было бы предотвратить или минимизировать последствия. Поэтому бурение в будущем может стать ключевым инструментом спасения планеты и экономии. Да и сама технология не только дешевле. Скважины для магматической энергии обойдутся примерно в 2-3 раза дороже обычных, но и эффективнее. Всего 2 такие скважины смогут обеспечить электроэнергией около 30 тысяч домов, что сравнимо с обычными 18 скважинами. Теперь о преобразовании энергии. Сначала сверхгорячая магма нагревает теплообменник, вращая турбину, которая вырабатывает электроэнергию. Тем временем более холодная магматическая жидкость закачивается обратно в землю и снова нагревается, создавая замкнутый цикл. Если все пойдет по плану, эта система будет работать непрерывно. Наиболее подходящими местами для добычи магматической энергии считаются действующие вулканы с неглубокими магматическими очагами, например, в Кении, на Гавайях или в зоне огненного кольца Тихого океана, в Калифорнии, Японии и других регионах. В будущем, возможно, придется пробурить гораздо глубже, чтобы добраться до магмы, что увеличит стоимость, но при больших мощностях эффективность окупит затраты. Исландцы уже не впервые бурят вулканы специально для научных целей. Например, на Рейкьянес, где система бездействует более 700 лет, ученые достигли рекордной глубины – 4659 метров. Там исследуют свежие образцы магмы, а в будущем эти скважины планируют превратить в паровые трубы для геотермальных станций. Что касается солнечной энергии из космоса, то она тоже развивается. Ученые и коммерческие компании разрабатывают проекты по запуску солнечных станций на орбиту, которые собирают солнечный свет и передают его на Землю в виде радиоволн, преобразуемых в электроэнергию. Такой проект запланированный на 2030-2036 годы, сможет обеспечить до гигаватта энергии, достаточно, чтобы оснастить миллионы домов. Однако самым важным остаются именно вулканы. Их можно использовать для получения чистой энергии и для научных исследований. В январе 2024 года в Исландии произошло очередное извержение на полуострове Рейкьянес. Земля раскололась, и поток лавы достиг города Гриндавик. Были построены защитные сооружения, чтобы перенаправить лаву, но трещина
вышла за их пределы. В результате часть города была разрушена. Многие дома и инфраструктура пострадали. Это напоминание о высокой ценности использования геотермальной энергии и необходимости защиты населенных пунктов. Жители и власти подготовили меры по защите, планируют возвести защитные барьеры вокруг электростанций и населенных пунктов, чтобы минимизировать ущерб от возможных извержений. В целом, вулканическая активность остается угрозой, и подготовка к ней – важнейшая задача. Не забывайте наслаждаться природой. В Исландии можно наблюдать северное сияние – удивительное зрелище, которое привлекает туристов со всего мира. Но и это не всегда безопасно. В 2015 году дорожная полиция фиксировала случаи, когда туристы останавливались у обочин, чтобы сделать фотографии, и создавали аварийные ситуации. Также многие птенцы атлантических тупиков – морских птиц рождаются на высоких скалистых утесах. Время от времени их приходится спасать. Из-за городских огней молодые птицы теряют ориентиры и заблудились. Жители собирают их и отпускают на утесы, чтобы сохранить популяцию. Птенцы, высиживающие яйца один раз в году и вылетающие в море – важная часть экосистемы. Их исчезновение может привести к исчезновению вида, поэтому если вы видите их, не мешайте и помогайте им, чтобы сохранить природу и биоразнообразие. На этом все. До скорых встреч.